Привет, друзья! Геннадий Хазанов – народный артист России, пародист, театральный киноактер, руководитель столичного театра эстрады. Геннадий Викторович – непревзойденный мастер репризы, который стал узнаваемым и любимым благодаря юмористическим миниатюрам и появлению в киножурнале «Ералаш». Со временем он освоил драматический жанр и сегодня известен как исполнитель главных ролей в спектаклях ведущих столичных театров. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и запостите видео в соцсетях. А далее мы расскажем, как живет Геннадий Хазанов и сколько он зарабатывает. Геннадий Викторович Хазанов родился в Москве вскоре после окончания Великой Отечественной войны, 1 декабря 1945 года. Детство мальчика прошло в скромной обстановке, поскольку он был внебрачным ребенком и мать растила его одна. Гена с самого раннего детства рос в театральной обстановке. Его мать, Ираида Моисеевна Хазанова, хоть и была инженером по профессии, но обладала ярким талантом актрисы. Она играла в Народном театре Дома культуры, завода имени Ильича и пользовалась там большим успехом. Геннадий тоже выступал на сцене с малых лет в художественной самодеятельности, окончил музыкальную школу. Учился в техническом вузе, но не завершил обучение. В 1965 году Геннадий поступил в Государственное училище циркового и эстрадного искусства. Одним из педагогов Геннадия Хазанова в училище была Ольга Аросева. До последних дней артист называл ее шутливым прозвищем «Училка». Получив высшее театральное образование, Хазанов устроился на работу к Леониду Утесову. В его оркестре Геннадий работал конферансье, пока не пошел на повышение в Москонцерт. Кого только не пародировал Хазанов. Золотой голос Льва Лещенко, кумира своего детства Аркадия Райкина и даже заморскую легенду Луи де Фюнеса. В 1978 году юморист выходит на сцену Московского театра эстрады в сопровождении балета. Действо называется «Спектакль. Мелочи жизни» в зале «Аншлаг». Монологи Хазанова, «Попугай», «Тараканы», «Учитель истории», «Американцы в колхозе» и многие другие знал каждый советский телезритель. Но мало кто подозревал, что самые острые моменты из концертов артиста все чаще вырезала цензура. В 1997 году Геннадий Хазанов стал руководителем Московского театра эстрады и работает в этой должности по сей день. Тем не менее, артист продолжил выходить на сцену с сольными выступлениями, но стал делать это все реже. В 2000-х артист дважды воплощал на киноэкране образ Иосифа Сталина, а в сериале «Джуна» преобразился в своего кумира Аркадия Райкина. Позднее он сыграл товарища Саахова в ремейке знаменитой комедии «Кавказская пленница». Геннадий Викторович озвучил ряд советских и российских мультфильмов. Его голосом говорит знаменитый попугай Кеша из мультфильма «Возвращение блудного попугая». Геннадий Викторович стал одним из героев книги Валентина Гафта «Красные фонари». Сатирик преподает в Российской академии театрального искусства, состоит в жюри Высшей лиги КВН, ведет телевизионные шоу на ТВ3 и Первом канале. В 2011 году с участием Хазанова вышла передача «Семейный приговор» на канале ТВ3. Позднее артист неоднократно становился членом судейского состава телевизионных шоу «Один в один», «Повтори», «Точь в точь», «Театр эстрады». Артист признается, что в молодости умело использовал свой талант юмориста, благодаря которому увлекал некоторых девушек. Хотя отношения между ними складывались, как правило, дружеские. Так было до встречи, определившей его судьбу. Геннадий Хазанов женат. Супругу артиста зовут Злата Иосифовна. Они познакомились в 1969 году в театральной студии. Мама Златы была против ее брака с актером. Она воспитывала дочь одна. Но, несмотря на неодобрение матери невесты, 25 декабря 1970 года влюбленные поженились. К браку молодые подошли со всей серьезностью. Супруги сразу задумались о детях. Через пару лет семья Хазановых уже ждала наследника. Его собирались назвать Аркадием, в честь кумира Геннадия Викторовича Аркадия Райкина. Родилась Алиса. Она закончила Московское хореографическое училище и стала солисткой Большого театра. После травмы связок Алиса оставила сцену и ушла в преподавание. Сейчас она воспитывает двух внучек Геннадия Викторовича – дочерей Мину и Эву, а также служит в электротеатре «Станиславский».
Артист доволен своей личной жизнью, его семейная идиллия длится десятки лет. Супругам не чужда светская жизнь, поэтому фото счастливой пары украшают многие отечественные таблоиды. В 90-е годы семья Хазановых получила израильское гражданство. Они купили двухэтажный домик под Тель-Авивом и приезжают туда отдыхать. Южные края больше по душе Злате Иосифовне, тогда как Геннадий Викторович предпочитает проводить время в Юрмале, где у Хазановых тоже есть недвижимость. В Юрмале Хазанов с супругой приобрели 2 квартиры в элитном доме. Одну большую, где обычно собирается в летний период вся семья, дочка, внучки, и маленькую квартиру для работы Хазанова. Обустройство жилья снова взяла на себя Злата и быстро создала в ней уют. С балкона и окон открывается роскошный вид на качающиеся от ветра сосны, будто одновременно находишься и дома, и на природе. Злата говорит, что приезжая в Юрмалу, она как будто совершает путешествие в свою молодость, а умеренный нежаркий балтийский климат подходит Геннадию Викторовичу. В летнее время в Юрмале собирается большая компания российских звезд эстрады, у которых здесь есть недвижимость. Квартира артиста располагается в доме, в котором находится театр эстрады. В небольшом коттеджном поселке Согласие, рассчитанном на 400 домовладений, у Геннадия Хазанова есть дачный дом. Поселок, окруженный лесом, находится в 20 километрах от Москвы. Он обладает развитой инфраструктурой и круглосуточно охраняется. Дом Хазанова был куплен в начале 2000-х годов на участке в 45 соток, где много хвойных деревьев. Кроме дома самих хозяев, рядом построен дом для дочери Алисы с детьми и гостевой домик. На участке есть детская площадка, летняя кухня и гараж. После кражи, совершенной в загородном доме, в 2014 году артист не любит демонстрировать его для посторонних. Геннадий Хазанов считается самым состоятельным среди руководителей гостеатров Москвы. Согласно сведениям о доходах, расходах и имуществе, артисту принадлежат 2 квартиры в России площадью 123 и 39 квадратных метров, а также дом в Латвии площадью 75 квадратных метров. Кроме того, он является владельцем 2 нежилых помещений в Москве и автомобиля BMW 7 Series Sedan, чья стоимость в базовой комплектации оценивается в 7 миллионов рублей. Официальный доход Хазанова за позапрошлый год составил 64 миллиона 600 тысяч рублей. Но, как пояснил Хазанов в интервью Алле Довлатовой, в эту сумму вошел доход от продажи квартиры, и только 8 миллионов рублей заработал артист за год. Поклонники российского артиста отмечают его поразительное сходство с американским актером Робертом Де Ниро. Кроме того, оба артиста родились в середине 40-х годов, оба появились на свет в крупных городах мира. Друзья, давайте пожелаем Геннадию Викторовичу крепкого здоровья, долгих лет жизни, успешных проектов и запоминающихся ролей. А если вам понравилось видео и вы еще не подписались, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч! Пока!